Меня зовут Юля, добро пожаловать на наш с Сашей канал. Я очень люблю декор в виде аэростатов, и уже много лет я хотела сделать такой декор для своего дома. Но то времени было мало, то вдохновения не хватало. И в конце прошлого года я случайно наткнулась на аэростат бренда Mackenzie Childs. Изначально я планировала сделать аэростат в похожем стиле, но в итоге у меня возник интерес, а смогу ли я повторить такой же аэростат, и что у меня из этого вышло, смотрите в этом видео. Уверена, что никого не удивлю тем, что для основы я использую воздушный шарик и технику папье-маше. Вспомнила уроки труда из начальной школы. Для первого слоя использую газетную бумагу и воду. Этот процесс мне показался очень утомительным. И тут я вспомнила, что можно использовать салфетку. И тогда процесс пошел гораздо быстрее. Здесь я использую белые слои от трехслойных салфеток. Да и сам процесс очень похож на декупаж. Если наносить очень аккуратно, избегая складок, то получится сэкономить время потом на шлифовке. На этом этапе я потратила около 10 слоев салфеток, но, как выяснилось позднее, этого было мало. В качестве корзины использую колпачок от баллончика с лаком. С помощью гофрокартона пыталась расширить верх корзины. И далее придаю форму с помощью газетной бумаги и клея ПВА. Здесь много слоев не нужно, так как колпачок придает жесткость, но пришлось повозиться с тем, чтобы выровнять мое картонное расширение. После заливки форм у меня осталось немного гипса, с его помощью пытаюсь добиться гладкого рельефа. После полной просушки удаляю шарик. И тут выясняется, что газетная бумага не приклеилась к салфеткам. А также, что в некоторых местах шар продавливается, поэтому приходится доклеивать салфетки. В этот раз я использую кухонные полотенца. Приклею несколько слоев и отправляю на просушку. Низ шара делаю из гофрокартона и приклеиваю на горячий клей. И также обклеиваю бумагой в технике папье-маше. На этот раз испытываю туалетную бумагу, но она мне совсем не понравилась, очень легко рвется. Я решила не оставлять отверстия снизу шара и заделываю с помощью картона, приклеиваю на термоклей. Аэростат Mackenzie Childs выполнен из гладкой глянцевой керамики. Мне тоже захотелось добиться такого же эффекта, поэтому трачу много сил на шлифовку. С помощью гофрокартона и термоклея дорабатываю корзину. С помощью салфеток и клея устраняю все зазоры, а также убираю фактуру картона. Основные детали готовы. В итоге я решила укоротить низ шара. Шлифовка не помогла мне добиться гладкости, поэтому я решила использовать шпатлевку. Наношу ее пальцем, так как из-за округлой формы неудобно пользоваться шпателем. После шпаклевки пришлось очень долго просушивать, так как промокла бумажная основа. К сожалению, идеальной гладкости я добиться так и не смогла. Немного развожу акриловую краску с водой, для того, чтобы загрунтовать поверхность. У корзины она гипсовая, а у шара шпатлевка.
помощью портновского метра расчерчиваю квадратики. Также с помощью портновского метра размечаю узор на шаре. После нанесения шпаклевки намокла бумажная основа шара. Никак не сохла из-за того, что я закрыла картонной заглушкой по низу, поэтому пришлось ее оторвать. Рисую шахматную клетку глянцевой акриловой краской. Флаг я также расписываю глянцевыми красками. Я не засняла этот момент, но после того, как высохла черная краска, на белые полосы я наношу глянцевую белую акриловую краску. Для макушки шара я смешала два красных оттенка, один чуть светлее, другой чуть темнее. Чтобы зря не пропадала намешанная мною краска, я сразу же наношу ее по низу шара. Пришел черед зеленого цвета, наношу его в тех же местах, как на шаре у Mackenzie Childs. Чтобы лишний раз не мыть кисть, также наношу зеленую краску сразу на корзину. А здесь я пытаюсь хитрить, наношу объемный декор акриловой краской толстым слоем. А золотые бусинки, они же шарики, как обычно рисую акриловым контуром. Спасибо тем, кто оставил комментарии к нашему видео о теплице, о том, что молд необходимо припудрить крахмалом. Это единственный молд-бордюр, который у меня есть. Конечно, он несколько отличается от такого, который у Mackenzie Childs, но я не стала докупать ничего нового. Пока глина пластична, я сразу же приклеиваю ее по кругу корзины. Но задача эта не из легких, так как запросто можно смазать рельеф на еще не застывшей глине. Mackenzie Childs в этом месте очень красивые завитушки. Я даже хотела сначала их сделать с помощью молда, но потом решила не заморачиваться и нарисовать все акриловым контуром. На AliExpress я нашла подходящие молды в виде колокольчиков, бантиков и астролиста, но так как пришлось бы ждать их 1-2 месяца, я решила все-таки слепить их самостоятельно. Если кому-то интересно, оставлю ссылку на эти молды в описании. Как и обычно, я все люблю из глины Darby Classic, а все потому, что другой у меня просто нет. Хотя она и не очень подходит для таких маленьких деталей, очень хрупкая и может трескаться.
На шаре Mackenzie Childs витые стойки я тоже хотела сделать такие с помощью глины и бамбуковых шпажек, но что-то у меня вышло не очень красиво, поэтому решила оставить просто бамбуковые шпажки, которые покрасила золотой краской из баллончика. Пришлось дождаться, когда спадет мороз, чтобы использовать аэрозоли на улице. Использую глянцевый акриловый лак для большего сходства с керамикой. Мне не очень понравился объемный декор, выполненный с помощью акриловой краски, поэтому все объемные детали я буду лепить теперь из глины, как, например, бантики. А когда высохнут, я покрашу их глянцевой красной краской и приклею уже к корзине с помощью клея ПВА. Я не знаю, как правильно назвать следующий объемный декор, поэтому пускай будет просто ленты. Леплю их из глины и сразу же клею к корзине и дорабатываю их с помощью стека. Это, как обычно, глянцевой краской. Все-таки решила докупить красный и зеленый акриловый контур. Я использую именно эту фирму, потому что она продается в магазине возле моего дома и стоит всего 155 рублей. Я видела эти же самые контуры на маркетплейсах по цене 300-400 рублей за одну штуку. С помощью контуров добавляю объем, где это необходимо. А здесь я немного поторопилась, решила для начала приклеить стойки к корзине, а потом к шару. Но они оторвались от шара вместе с краской, поэтому в том месте, где отсутствует краска, делаю отверстия под стойки. И поэтому пришлось их переклеить. Сначала к шару, а потом к корзине. Приклеиваю с помощью термоклея и сразу же маскирую отверстие с помощью колокольчика. Не без труда я налепила эти миниатюрные листья и ягоды астролиста. Приклеиваю их с помощью термоклея сверху колокольчиков. При отклеивании стоек слезла зеленая краска, но это не беда, покрашу позже. Опять приклеиваю с помощью термоклея стойки к корзине. Еловую гирлянду на шаре сделаю так же, как ленты на корзине. Глину приклею клеем ПВА, придам форму и покрашу зеленой акриловой краской. А с помощью зеленого контура имитирую еловые веточки. Пока я декорировала шар, зеркальное золото помутнело, поэтому пришлось заново его наносить из баллончика. И для этого заклеивала пакетом и малярным скотчем весь остальной шар. Заливаю гипсом молд медвежонка. Этот очаровательный молд я нашла на Озоне. Там есть несколько видов таких милых медвежат. Чтобы глина быстрее высохла и не потрескалась, необходимо использовать основу, например, из фольги. Таким образом, я уже лепила елочку в видео про лошадку из Fix Price. Леплю конус из фольги, оборачивая его приличным слоем глины. И затем ножницами вырезаю веточки. Подобным способом леплю барабан и подарок. Также я слепила елочный шар, но он оказался слишком большим для моей корзины и просто туда не поместился, поэтому я не стала его использовать. Мишку крашу бежевой краской и протираю влажной салфеткой, так проявляется фактура. Черным акрилом крашу носик, глазки и, конечно же, шахматную клеточку. Для медвежонка я также леплю астролист с помощью трубочки и иголки.
Приклеиваю композицию с помощью клея Момент Кристалл. Мне очень нравится этот медвежонок, думаю, где бы еще его можно использовать. Далее приклеиваю шары на елку, но по-моему они больше похожи на яблоки. Получилась у меня такая елка с яблоками. Далее раскрашиваю барабан. Также мне все-таки нравятся эти бело-черные клеточки. Золотой декор, как и обычно, делаю контуром. К сожалению, потерялись видео, где я делаю и раскрашиваю подарок. Заранее собрала композицию и приклеиваю ее на термоклей. Согласна, получился совсем не идеал, но все же мне очень нравится мой воздушный шар. Смотрю и не нарадуюсь. Если бы я решила сделать еще один такой шар, учитывая полученный опыт, получилось бы намного круче. Но в моих планах нет места повтора, так как впереди еще ожидает много и много разных идей. Так что подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить. И ставьте лайк этому видео. До новых встреч!